Всем привет, друзья! Вы на канале Ленивый Турист. Давненько уже на канале не выходило ничего нового, но не переживайте, я никуда не пропал. Просто сделал себе небольшой отдых и накапливал идеи и материалы для новых видео. Ведь пока лето, нужно и поработать, и отдыхать. Ведь у меня так же, как и у всех людей, есть основная работа, которая тоже занимает время и силы. Так что скоро, когда на улице будет менее тепло, видео будут выходить чаще. Ну а пока держите. Ах да, и чуть не забыл. Подпишитесь на канал, ну как же без этого-то? В Алтайском крае на самом деле очень мало водопадов, в отличие от Республики Алтай, ведь в основном его территория находится больше в степи, а в предгорьях как раз начинаются знаменитые Шинокские водопады, о которых я рассказывал в видео о 5 самых красивых местах Алтайского края. Остальная территория, увы, такой красотой похвастаться не может. Но все же есть места не природой сделанные, а руками человека. Но по красоте, кстати, нисколько не уступающие, и это я не о Пивоварском водопаде города Барнаула. Сегодня мое видео будет о Пещерском водопаде Залесовского района Алтайского края. Да, вам не показалось, это место создано благодаря человеку. И самое забавное, что не кто-то специально захотел здесь сделать водопад, просто так получилось. Надеюсь, зрители моего канала в курсе, что такое водопад, но на всякий случай я вам напомню. Водопад. Падение воды с уступа, пересекающего путь речного русла. Следовательно, для любого водопада нужен источник самой воды, поэтому я начну про сам источник. Озеро Пещерское. На самом деле тоже уникальное место, которое появилось благодаря тому же человеку. Видите вот эти вот жуткие стволы, торчащие из воды словно иголки? Все верно, здесь когда-то был лес, долину которого затопило благодаря карьерным работам, проходящие здесь в начале 2000-х годов, во время строительства трассы Алтай-Кузбасс. Хотя само строительство началось еще в 1984 году для железнодорожной линии Мереть-Среднесибирская, которая предполагалось будет использоваться для транспортировки угля из Кузбасса на Алтай. Строительство было почти завершено, были проложены мосты, водопропускные трубы и прочая инфраструктура. Но пришел развал Советского Союза, и во времена перестройки все это дело было заброшено из-за отсутствия финансирования в 1995 году. Спустя 2 года администрации Алтайского края и Кемеровской области было предложено использовать объекты недостроенной железной дороги под строительство автомагистрали. Ну и уже в начале 2000-х строительство пошло полным ходом. Само озеро, помимо уникального внешнего вида, правда, где вы видели у нас в крае подобное озеро с затопленным лесом посередине, привлекает каждый год все больше туристов, которые снимают домики или разбивают палатки у берега. Въезд, кстати, платный. За машину берут 500 рублей в 2022 году, за мотоцикл 200, а пешком пройти можно бесплатно. Хоть на этом спасибо. Ведь кому-то надо поучиться еще, да? Озеро Ая. Глубина озера составляет от 3 до 15 метров, так что оно довольно глубокое, и неопытным пловцам лучше здесь не рисковать его переплыть. Ведь не забывайте, под вами целый лес стоит на дне. Не очень-то приятно во время заплыва напороться на верхушку сосны. Здесь обитает такая рыба, как окунь, карась и сазан. А теперь плавно перейдем к самому виновнику сегодняшнего торжества – Пещерскому водопаду Пещерского озера у села Пещерка. Сколько тут пещерок, что возникает резонный вопрос, а в честь чего собственно название-то? Все благодаря небольшой пещере, Пещерка. Да, вот так вот, но о ней после. Это я вам просто причину такого большого количества слов пещерка в названиях сказал. Водопад имеет высоту 10 метров и, собственно, все. Да шучу, конечно. Он появился, как я уже говорил, из-за карьерных работ в 2000-х годах. Ведь для автомагистрали нужно было брать много гравия и щебня, которые как раз добывали в этом месте с помощью взрывных работ. Еще даже остались огромные глыбы, разбросанные возле устья реки. В отличие от своих природных собратьев, вода в водопаде падает теплая, а не холодная. Ведь вытекает она из озера, которое летом хорошо прогревается из-за чистой воды. И многие люди становятся прям под поток воды. Ведь говорят, что это оказывает массажный эффект и помогает лечить спину и позвоночник. Даже несмотря на везде натыканные запрещающие таблички, ведь после такой процедуры можно лечить не только спину, но и голову. Ведь с высоты 10 метров вам на голову может приземлиться что угодно, например, какой-нибудь вымытый течением камень или какая-нибудь брошенная бутылка пьяным отдыхающим.
На территории, кстати, хоть и убирают, как бы въезд платный, но мусора хватает во всех кустах и на земле. Люди, хватит вести себя как свиньи. После отдыха не забывайте забирать за собой мусор. Не портите отдых окружающим и окружающей среде. Так, о чем это я? Ах, да, водопад. Вот уверен, не знающий человек даже не поймет, что это место создано не природой. Уж довольно здесь красиво, и место набирает популярность у туристов. А теперь о пещере. Ну, как пещере? Пещерки, которые подарила названию населенному пункту рядом, и озеру, и реке, и водопаду. Информации о ней вообще нет. Видимо, не посчитали нужным такую маленькую дырку в скале изучать более внимательно. Ну, как рассказал мой знакомый, до Чуйского землетрясения 2014 года здесь было места побольше. Просто после землетрясения скала буквально захлопнулась, что подтверждается внешним видом пещеры, которая была очень похожа на щель в скале, которая сомкнулась и осталось то, что осталось. Многие, кстати, даже не знают, что она тут вообще есть, судя по ненатоптанной тропе, которая заросла крапивой и кустарником. И чтобы сюда пробраться, нужно надеть хотя бы кроссовки, в мокрых шлепках здесь будет довольно проблематично. Ну что ж, на этом у меня все. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ну и можете поддержать финансово. Я здесь, между прочим, чуть не сломал свой квадрокоптер ради красивых кадров для вас. Ну и всем хорошего настроения, старайтесь чаще путешествовать и открывайте для себя что-то новое. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи.